Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Но будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, вы сможете переложить на метафорические образы карт какую-то свою ситуацию. Определенно подсказки будут. У нас сегодня добрая колода Таро языческих кошек. И многим из вас, я благодарна вам за комментарии. Я знаю, что понравилась эта колода. Она, правда, прорисовывает, какое действие нам следует предпринять или, наоборот, может быть, отказаться. И даже не зная символов карт Таро, мы что-то можем себе просчитать на пару шагов вперед. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь. Ну или то, что мы с вами хорошо проведем время. Вместе поразмышляем, что это может быть. И в центре нашего внимания это неожиданности. И что важно знать, есть какая-то словно зависимость. Посмотрите, 4 кубков с одной стороны, да, кот у нас расположен под, наверное, может быть, деревом сакуры, лежит спокойно и говорит: я вообще ничего не хочу, словно медитирует на кубок. И правда, он где-то расслаблен и даже не смотрит ни по сторонам. И если в других колодах нам как будто с небес предлагает рука, вот держа вот этот кубок, возьми. Здесь он как будто на черепахе к нам появляется, да, но Корт как будто не обращает на это внимания. Вот может быть какая-то хандра, апатия, может быть чрезмерная медитация, когда мы что-то там до бесконечности анализируем, но это не имеет смысла. А тут у вас на кону что-то очень важное. По 15-му аркану важно не замечтаться. Может быть у кого-то страстная любовь, а у кого-то желание заработать много денег или решить какую-то финансовую ситуацию. Вообще, посмотрите, карты полярные. Если здесь апатия, то здесь, знаете, где-то огонь. Если здесь полный какой-то нейтралитет и минус, то здесь, неограниченный какой-то плюс или страстное желание что-то иметь, осуществить. Полярность. Вот где-то в таких энергиях противоположных вы можете быть, в принципе. Или вам придется найти вот это среднее арифметическое между плюсом и минусом. Или не поддаться эмоциям, мои дорогие, как вот страстным желанием осуществить что-либо. И мы тогда, не разбирая ни пути, ни дороги, ни каких-то методов, поддаемся какому-то импульсу. Может быть, этому не время, а этому всегда не время. Так и хандре, апатии это тоже вообще-то не время. Вот где-то вас может штормить между этими двумя энергиями, а вам нужно, держать где-то нейтралитет. Или буквально осанку на каких-то жизненных поворотах. Ух ты, у нас просто карты летают, а у вас что-то важное на кону. За вами словно высшие силы наблюдают. Какое же решение примут рыбы и рыбки? Правда, финансы, наверное, для большинства из вас первое место занимают в эту неделю. Но это может быть еще, как, знаете, какое-то сообщение или какая-то новость. Это как какая-то возможность, знаете, изменить свое качество жизни. Почему я так говорю? Это туз пентаклей. И правда, как будто весь мир может открыться перед нами. И если мы не застрянем, как в апатии, так и для себя не будем какую-то многозадачность или, яростно приступать с намерением «я сейчас точно горы сверну». Горы оставим на месте, но и в какую-то хандру впадать не будем. А вот как этот кот так спокойно, методично катит пентакль вот в эту волшебную арку. Ну и где-то и вам нужно быть в тех же энергиях расчетливых, и, наверное, все же видеть какую-то для себя перспективу важно. Высшие силы наблюдают, а ангелы вам помогают. Ладно, хотела спросить, что же важно знать? Приготовилась достать карту. Но, видимо, вот этот туз пентаклей вам важно знать. Итак, что важно знать для вас, мои дорогие рыбы и рыбки?
на неделю с 22 по 28. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время? Или что может помешать, а это что будет помогать. Давайте достанем карту. Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как будут складываться события. Что для вас в финансах эта неделя? И какова личная жизнь? Итак, что важно знать? Правда, деньги. И более того, шикарная карта, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на бизнес, зарабатывание денег. И карта говорит о чем? Вы сейчас в чем-то профессионал или вы сейчас в чем-то наиболее ресурсный. И если мы прикладываем правильные усилия, то в последующем это карта шикарного прогресса, когда мы можем как и заработать деньги, получить новую должность, продвинуть свой бизнес или решить какие-то вопросы по бумагам, решить какие-то очень важные составляющие вашей жизни в целом. Но будет все зависеть от приложенных вами усилий. Может быть, поэтому четверка кубков с 15-м старшим арканом вам переворачивается и говорит: да тебе сейчас ни в плюс, ни в минус, тебе нужно быть реалистом. И вот тогда у тебя новые возможности. Получение денег буквально. Не волнуйтесь, деньги вы получите, это факт. Но не все, как будто не в деньгах счастье. Мы должны какой-то себе, вы должны, мои дорогие, профессиональный рост организовать на этой неделе. Это точно. Или изменить свое качество жизни. Вот где-то так. Неожиданности, возможности выйти сухим из воды. Вот. И здесь у каждого по-своему. Почему говорю сухим из воды? Посмотрите, выплывает кот на черепахе. Правда. Но, может быть, как-то обустроить дело или из какого-то щекотливого положения действительно так это вот обойти острые углы и выйти, ну, завершить как будто тот вопрос, который для вас не имеет перспективы, вот в неожиданностях. Или вы примете очень важное решение, может быть, по части финансов, может быть, какой-то составляющей на последующий период времени, или для кого-то из вас, все-таки это у нас кубки, это хорошее настроение, какая-то радость, в принципе, к вам приходит. У кого-то будут радовать конкретные деньги или новые возможности, или, мои дорогие, вы с чем-то определитесь на этой неделе. Чему сейчас не время? Не расслабляться. Нет ничего того, чему бы сейчас не было времени. Это карта императрицы. Но не думай, что у тебя все под контролем, если ты вышел сухим из воды. То есть у вас правда решится какой-то вопрос. Или вы получите деньги. Не расслабляйтесь. Продолжайте. Продолжай, нам говорят. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. На кону карта императрица, карта власти, карта нового вашего «я», новых возможностей. И это даже больше и шире, чем восьмерка пентаклей. Это все то, что я говорила, но еще и плюс какие-то, ну, знаете, как вообще новое, не просто качество жизни, новый статус. У кого-то карта нам говорит, что правда в последующем, может быть, и статус изменится, но он будет зависеть от приложенных усилий. Может быть, эта неделя для вас подарит какие-то новые возможности, но если вы оставите их без внимания, это все нейтрализуется. Вот как будто нельзя успокаиваться на достигнутом. Об этом вам говорит карта. На кону вы сами. И, повторюсь, ваше новое качество жизни. Когда выпадает рыцарь кубков, может быть такое желание расслабиться, а этому точно сейчас не время. Что вам будет помогать? Вот не время расслабляться. Вам помогает какой-то прошлый опыт. Вам помогает, если вы не устраиваете себе глубокую философию по части того, что уже произошло. Оставьте прошлое в прошлом. Но оставьте именно в виде эмоций. А вот не повторить какую-то ошибку вам помогает. Чего-то не прошляпить или не найти еще раз те грабли, которые вы где-то уже раньше находили. Не, может быть, соскользнуть эмоционально в какую-то апатию. Опять же, для вас будет важно перевести, одним словом, эмоции в какую-то ситуацию и постараться, чтобы она никогда в вашей жизни не повторилась. Быть
реалистом. Вот в эту неделю будет очень важно. На кону шикарные карты. Что скрыто? Может быть, для вас, знаете что? Тут как будто не хочется двигаться особенно. И не случайно у нас кот выплывает на черепахе. А нам говорят, активность какая-то. Через вашу активность к вам придет новое вот это самое качество. Новые возможности, смена статуса, еще больше денег, еще, может быть, как ваша популярность, ваша известность, ваше продвижение, решение многих ваших вопросов. Именно активность, карта скорости. Может быть, вам придется быстро принимать на этой неделе решение, или к вам приходит какая-то информация, когда вы тоже не сможете отложить на потом, а вам надо будет быстро проанализировать и как-то либо откликнуться, либо буквально куда-то поехать. И это будет для вас какой-то жизненно важный вопрос. И если вы оставите на потом или скажете себе «подумаю завтра», а завтра возможность уже ее не будет. Дела, работа, бизнес. Правда, тут как будто выбор, но это шестой аркан влюбленный, есть возможность договориться. И если отчасти эта карта как сама по себе вроде как развилка, да, направо мне или налево, или карта выбора, может быть, это по работе, может быть, это по каким-то вашим желаниям, то, что вы хотели для себя осуществить, или, может быть, и для кого-то из вас это ваша личная жизнь, такое тоже об этом нам свидетельствует карта. И для кого-то из вас карта может говорить, что или ты сейчас определишься, или ты будешь топтаться на месте и упустишь возможность. Вот правда, на кону у вас что-то стоит, ну, как минимум в виде заработка или получения каких-то приоритетов, может быть, на работе, или стечения какой-то ситуации, которая тоже для вас какую-то перспективу. Но, повторюсь, тут может быть новый статус где-то через деньги или получение новой должности. Мои дорогие, для кого-то из вас рыбы и рыбки проиграется через личную жизнь, смена статуса. Но опять же, это нужно как будто составляющую какую-то своего благополучия тоже изменить. У кого-то это будет, может быть, через документы, через согласование, а для кого-то из вас объединить как будто вот эти противоположности. Вот удивительно, у нас переворачивались две карты, и мы говорили плюс и минус, и здесь у нас ведь тоже инь и ян, как будто белый и черный кот. И объединить, вот, может быть, знаете, какое-то противоречие или свои сомнения глубоко в душе и вывести их на какие-то реальные рельсы и понимать, что как и в плюс, и в минус. Это составляющая моей души. Но вот какое-то колебание, оно не может продолжаться вечно. И мне, правда, баланс, равновесие нужно установить как по делам, по работе, может быть, по бизнесу, как баланс в собственной душе. И по этой карте ведь есть у нас как будто помощники. Но не упустить какую-то счастливую возможность на этой неделе, ведь это старший аркан, об этом говорит карта. Через именно то, что продолжать вы должны, именно то, что имеет перспективу. А определиться определенно стоит. Не расслабишься вот на этой неделе точно. У кого-то это может быть связано, вот как я говорила, поездка. И если мы говорим про карту выбора, еду, не еду. Уезжаю куда-то или не уезжаю, переезжаю или не переезжаю, соглашаюсь на эту должность или не соглашаюсь, соглашаюсь на эту работу или нет, буду я продолжать свое личное дело или нет, попробую я себя в новом хобби, творчестве, в ремесле или опять оставлю на потом. Вот что-то такое. Финансы. Будьте мудры, правда, мои дорогие, рыцарь мечей. И в этой колоде карта мудрости. Здесь, правда, вам с чем-то придется определяться. По части зарабатывания денег. Деньги будут, но на перспективу нам как будто говорят, будь мудр. У нас кот как будто летит на сове или филин. Ну, это всегда мудрость, как символика. И какое-то очень важное решение, которое нужно увидеть без эмоций. Мечи все-таки, да, рационально. Докопаться как будто до сути. Или провести вот этот баланс, или решиться на что-то вам как будто придется. И это будет составлять
уже в который раз повторяюсь, финансовую составляющую вашей жизни и новое качество, новый статус, новые возможности. Личная жизнь. Занимайтесь только собой. Не совсем нам тут про любовь, хотя у кого-то, как я говорила, и личная история тоже может стоять на кону. Но, значит, либо личная жизнь, либо новые формы заработка, либо как бы изменение статуса. Вот здесь для вас будет важно посвятить эту неделю самому себе, не устраивать себе какую-то многозадачность, не впадать в какие-то страхи или не думать, что какой-то вопрос решится сам. Если вы правильно приложите усилия, не будете участвовать, к примеру, вот девятка жезлов нам о чем говорят? Мы себя сохраняем в первую очередь, а делами занимаемся только теми, которые нам прогресс обещают или когда нам что-то угрожает. Вот и все. А остальное – это наша перспектива, это наш заработок, это наше счастье в личной жизни, это наш теплый уютный дом, это в целом наше благополучие. И правда, какой-то опыт вы не должны повторить, потому что это, видимо, будет касаться вашей личности как будто. И если мы говорим, что помогает десятка мечей, да, вот какой-то прежний опыт, который именно должен остаться в виде ситуации, но не эмоций. И здесь девятка жезлов вторит как раз этой карте. Нам показан кот, буквально, посмотрите, с перевязанной головой, как будто опыт у него есть. Шишки он уже где-то набил, и он не хочет больше еще какого-то повторения. Вот выбор, мои дорогие, вы должны сделать однозначно, ну, куда-то в сторону прогресса, а не в бесконечную какую-то, ну, как вот говорят, есть такое выражение, как шарманка, да, которая бесконечно в одном и том же ключе играет, или одна и та же мелодия. Если мы сами не захотим выйти вот из этого прошлого, то этот выбор или это решение за нас никто не примет. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.